Эй, здорово, ковбои, ганфайтеры и прочие обыватели Фронтира. С вами Order Project, и сегодня мы разберемся, какое оружие лучше выбрать. Чаще всего игроки используют либо пистолет Маузера, либо револьвер Лима, еще используют флотский револьвер и обрезы. Надеюсь, все перечислил. Собственно, данные характеристики пистолета Маузера и револьвера Лима вы сейчас можете наблюдать на экране. Что же касаемо другого оружия, оно не столь популярно, но его тоже очень много используют, конечно. Но по сравнению с этими не возникает такого вопроса, что именно лучше. И стоит отметить, что в отличие от предыдущего видео, здесь характеристики, указанные в игре, действуют примерно до 50 игровых шагов. То есть примерно, будем округлять, до 50 метров. Дальше эти характеристики ухудшаются. В частности, урон падает аж в 2 раза. Также стоит дополнить для любителей флотского револьвера то, что его я не сравниваю по той причине, что можно плюс-минус приравнять его по действию к револьверу Лима, разве что за исключением убрать подствольный дробовик, которого у флотского револьвера нет. То есть выбрал я наиболее лучший аналог. Ну а для любителей обрезов я скажу, что они топ, но только на короткой дистанции до 12 метров, до 12 шагов, если быть точнее. Вот теперь, собственно, и можно начать сравнение. И начну я его, пожалуй, с ПВЕ. Какое из этих двух оружий будет лучше всего против ботов? Потом разберем, какое из этих двух оружий лучше в ПВП. И под конец небольшой бонус, который будет в себя заключать интереснейшую просто комбинацию для разноса всех в ПВП. Ну, я не буду больше так говорить, там на какой дистанции и так далее. Ой, я уже, кажется, кинул спойлеры, вы перемотали. Ну, все с вами понятно. Но те, кто не перемотали, сейчас важная информация про ПВЕ. В ПВЕ я больше всего советую использовать пистолет Маузера исключительно из-за его скорострельности. Его скорострельность выше, чем у револьвера Лима, примерно в 3 раза. Также в 3 раза примерно выше у пистолета Маузера скорость перезарядки. Но не будем отрицать то, что револьвер Лима гораздо точнее пистолета Маузера. То есть у пистолета Маузера большой разброс, что стоит учитывать, возможно, в ПВП. Возможно. Не буду спойлерить вам дальше. Итак, по большей части, как я и говорил в прошлом видео, используйте в ПВЕ то оружие, которое вам нравится больше. Мне же больше нравится пистолет Маузера для таких целей. Теперь перейдем к разбору ПВП. И начать стоит с пистолета Маузера. Как я уже говорил, у него довольно-таки высокая скорострельность, что позволит вам буквально за считанные секунды нашпигивать пулями противника. Согласны? Довольно-таки интересное качество, но не будем забывать про его неточность, то есть большой разброс, который также оставит свой след. Поэтому советую стрелять примерно в шею, чтобы уж какая-нибудь пуля точно долетела до головы. В принципе, казалось бы, большой разницы между пистолетом Маузером и револьвером Лима как в ПВЕ и в ПВП нету. В ПВЕ используйте то, что вам больше нравится, в ПВП тоже разницы нет, так как там действует правило, кто первый выцелит в голову. Но у револьвера Лима есть некоторая особенность. Как я уже и говорил, именно поэтому я взял револьвер Лима, а не, к примеру, флотский. Конечно, для таких целей вы можете таскать с собой обрез или 2 обреза, или все-таки дробовик, но подствольный дробовик в револьвере Лима вещь полезная, когда вам нужно куда-то залететь или быстро напасть, там, где, соответственно, 1 или 2 противника, не больше, иначе вас все-таки вынесут. Поэтому револьвер Лима в ПВП я советую больше, чем пистолет Маузера. Ну а теперь перейдем к вишенке на торте, которую я обнаружил в ходе сравнения пистолета Маузера и револьвера Лима. Для кого-то, как и для меня, это будет открытие Америки, но для кого-то кто-то это уже знал, возможно, практикует, или, возможно, знают методы покруче. Так вот, это сочетание револьвера Лима и пистолета Маузера. Да-да. Для более лучшего эффекта советую использовать в качестве активной карты пронырливый гаденыш,
как бы много хейтеров не набежало от этого. Ну и также пить тоники, чтобы долго в нем продержаться. Ну и поставьте остальные 3 карточки, какие вам больше нравятся. У меня на данный момент стоят на пике формы железная легкая и единожды обманутый. Ну а вы поставьте там карточки получше, чтобы добиться наимаксимальнейшего эффекта. Ну а так я сразу вам скажу, вот тот эффект, которого я добился, он позволил мне вот просто нагибать и сделать колоссальный перевес в противоборстве. На этом у меня все. Надеюсь, я смог ответить на ваши вопросы. Если же нет, то пишите их в комментарии. Обязательно отвечу, или если прям понадобится видео-ответ, то запишу для вас видео. Ну и бонусом, если хотите сделать мне приятно, то поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на канал и поставьте свой могучий лайк. Всем до скорых встреч, ребятушки, всем приятной игры, всем пока-пока.